Дисклеймер. Все, что сказано в этом видео, является исключительно моим мнением. Мое мнение может не совсем совпадать с вашим. Приятного вам просмотра. Сегодня я хочу составить свой собственный топ-10 самых недооцененных моментов между Чангуком и Тэхёном. 10 место. Это так громко. Тэхён касается Чангука, а бабочки в животе у нас. Девятое место. До сих пор не понимаю, кто больше удовольствия получает от процесса. Тэхён от того, что ему приятно внимание своего мужчины, или Чангук, который наверняка плывет от новых форм Тэхёна. Прямо сейчас на моем канале на Бусти вышла новая статья на тему «Секретные намеки Чангука». Ссора с Тэхёном, невыносимая тоска или просто плохое настроение? Полный анализ. Чтобы прочитать эту статью, а также многие другие, которые там уже были опубликованы, вам необходимо подписаться на мой канал в Бусти. Ссылка на мой канал на Бусти и канал в Телеграм будет в описании этого видео, а также в комментариях. Восьмое место. Совпадение или нет? Под шумок. Все еще живу в моменте, где Тэхён называет свою принцессу мадмуазель. 사물리에 이게 맛있다고? 마드모아젤 Седьмое место. Думают, что они хитрые. Шестое место. Поведение пары. Тэхён не меньший собственник, чем его любимый мужчина. Отрывок из интервью с Тэйкук. Разговор на двоих. Тэхён выбрал Чангука по причине. С Чангуком рядом чувствуешь себя максимально спокойно. У нас с ним очень теплые отношения. Вопрос. Если бы ты мог получить одно из качеств другого, что бы это было? Ответ Тэхёна. То чувство, которое испытывает Чангук, когда танцует. Чангук ответил. Энергичный и живой характер Тэхёна. Вопрос. Куда бы вы поехали вместе в отпуск? Тэхён ответил, если выпадет время, хочу в Харадзюку и в японский Universal Studios. Чангук ответил, пока я с Тэхёном, мне все равно куда, я счастлив в любом месте. Вопрос, что изменилось в тебе после того, как вы познакомились? Тэхён ответил, раньше он был немного по-детски наивным, а теперь будто совсем другой. Хотя, если честно, не могу сказать, что именно изменилось. Чангук ответил, и я не знаю точно, что поменялось в Тэхёне, но с тех пор, как стал участником группы, я стал увереннее. Пятое место. Этот эдит так растрогал.
4 место. Забота. То, как они кормят друг друга. Третье место. Новости. Шесть подряд рекламных баннеров с Тэхёном для Coca-Cola на автобусном терминале Чангак в Сеуле. Пятое место. Этот эдит так растрогал. Четвертое место. Забота. То, как они кормят друг друга. Третье место. Новости. 6 подряд рекламных баннеров с Тэхёном для Coca-Cola на автобусном терминале Чангак в Сеуле. Чангук в Твиттере 9 лет назад поделился фото с шоу King of Masked Singer. Он участвовал в эпизоде 72 в 2016 году под маской Fencing Man – фехтовальщик. В этом выпуске, транслированном 14 августа 2016 года, он исполнил «If You» группы Big Bang. «I Am In Love» Sonny Child спел вместе с участницей шоу. Никто из судей не мог догадаться, кто скрывается за маской. Когда Чангук снял маску, публика и жюри были в шоке. Они отмечали не только его вокал, но и артистизм. Каждая деталь выступления, от жестов до эмоций, была идеально продумана. Этот эпизод стал культовым среди фанатов BTS и шоу. Fencing Man вошел в историю как одно из самых ярких выступлений, демонстрирующих не только вокальные способности Чангука, но и его умение держать сцену, удивлять и создавать интригу. Чангук справился блестяще, как и всегда. Наш драгоценный Golden Boy. Сказка на ночь. Moorlot Editions, легендарная парижская студия, сотрудничает с 13-летним вундеркиндом, художником Андресом Валенсией. Тэхён был упомянут на их сайте. Его работы находятся в собраниях музея Хумикс, в частных коллекциях Робби и Брюса, Тоола, Рональда Бёркла, Джессики Голдман-Сребник, Томми Матолы и Ким Тэхёна. За последние 3 года Валенсия пожертвовал свои работы для сбора средств в пользу Амфар, ЮНИСЕФ, The Global Gift Foundation и фонда Кличко в Украине. На сегодняшний день Валенсия пожертвовал на благотворительность более $1 300 000. Гениальный юный художник, чьи творения уже украшают музеи и частные коллекции по всему миру. С добрым сердцем он направляет свой талант на добро и благотворительность. Они лишают всех кислорода. Южнокорейский актер Ли Кьян опубликовал в Instagram, что слушает песню Чангука «Standing Next to You». Музыка Чангука не перестает очаровывать и вдохновлять как знаменитости, так и миллионы поклонников по всему миру.
Был ли у Тэхёна хоть один шанс из миллиарда не влюбиться в Чангука? Точно нет. Тэхён – давний поклонник Дижен. Сегодня вышел его новый альбом, а Тэхён уже активно его поддерживает. Тэхён упоминал его в своих интервью, рекомендует песню «The Dress» от Дижен. Последнее время я завис на Дижен, постоянно переслушиваю старые альбомы. Но где Тэхён, там и Чангук, верно. Он тоже не остался в стороне и рекомендовал трек Дижен. Вспомнил слова участников. Чангук и Тэхён находят новые песни, но с нами не делятся. У них один плейлист на двоих, как и жизнь собственно. Если он не перестанет быть таким милым, то я съем его. Серхио Перес, который снялся в клипе Slow Dancing, рассказал свою историю. История о том, как я оказался в съемках клипа Тэхёна, несмотря на то, что отправил пробу на кастинг с опозданием в 2 дня. Однажды днем мой агент прислал мне супер-мега-секретный срочный запрос на кастинг для музыкального видео, связанного с кей-поп. Подробностей не было. Агент попросил записать пробу в тот же день, но я как раз ехал в Барселону на концерт Кеведа, поэтому времени записать не было. Вместо того, чтобы сделать наспех снятую и некачественную пробу в Барселоне, я решил подготовиться как следует и отправить ее позже. И, вопреки всем ожиданиям, через 2 дня агент позвонил и сказал, что меня выбрали. На следующей неделе я отправился на Мальорку для съемок клипа, все еще не зная, кто будет артистом. Уже на площадке режиссер сказала, что артист скоро приедет. Я ответил, что до сих пор не знаю, кто это, а она сказала, это Тэхён. Вот, смотри, он идет. Можете представить? Я вообще не знал, как реагировать, ведь я всегда был большим фанатом и его, и BTS. Увидеть, как он идет ко мне, а спустя несколько секунд пожимает мне руку, было шоком, совершенно неожиданно. Это определенно одна из работ, который я полюбил больше всего, потому что она на все 10 из 10. Очередная попытка не сожрать свой телефон провалена. Ну зачем он такой? А что? Все нормально. В этой семье одежда и фирма одна на двоих. Для любимки ничего не жалко. Настоящий черный лебедь.
В греческой мифологии подсолнух символизирует верность и преданность. Согласно мифу, нимфа Клития влюбилась в бога солнца Гелиоса, но его сердце принадлежало другой. В отчаянии Клития провела 9 дней, не отводя взгляда от повозки Гелиоса, путешествующей по небу. Боги, жалея ее, превратили Клитию в подсолнух, который до сих пор обращает свое лицо к солнцу, следуя его пути по небу. А в Южной Корее подсолнух символизирует долгую жизнь, удачу и многообещающее будущее. Также он ассоциируется с удачным началом, поэтому его дарят тому, кто стоит на пороге перемен. Можем смело считать подсолнух символом любви Тэйкук. Кто согласен? Чтобы есть острое, у Тэхёна имеется всеядный парень. Hate You Чангука превысила 100 миллионов прослушиваний на YouTube Music, в результате чего общее количество треков достигло 9 миллиардов. Чангук достиг рекордных высот в своей карьере, когда 9 его треков набрали более 100 миллионов прослушиваний на YouTube Music. У Чангука также есть 21 песня, которые превысили 100 миллионов прослушиваний на Spotify, крупнейшей в мире платформе потоковой музыки. Hate You неизменно пользуется любовью слушателей по всему миру, превысив число прослушиваний в Spotify в 170 миллионов. Песня Hate You, которая выделяется своей утонченной и глубокой чувственностью в стиле Чангука, заняла первое место в рейтинге MZ K-pop Breakup Song Referral Playlist журнала Billboard Korea, доказав мощь высококачественной песни MZ Breakup Song. Иногда то, что мы называем домом, это вовсе не место, а люди. Во время съемок в последней фотосессии Тэхён держал в руках веер ручной работы от корейского дизайнера Ли Гюхана. Хасок в свое время тоже продемонстрировал нам светильник корейского дизайнера Ли Гюхана, сделанный из переработанных материалов, в данном случае бумажных пакетов для фастфуда, издания для Таиланда и ханджи, традиционной корейской бумаги ручной работы. Два сердца любящих способны спина к спине всю жизнь пройти и, невзирая на невзгоды, любовь сквозь время пронести. Korea Travel празднует Барахэй Тэхёна с пурпурным небом Сеула. Повторяйте за мной. Вы увидите пурпурные закаты Кореи с тем, кого любите, до конца 2025 года. Фраза I Purple You была популяризирована кей-поп-группой BTS, особенно ее участником Ким Тэхёном. Это способ выразить глубокую привязанность и любовь к кому-то. Пурпурный цвет был выбран,
потому что, по словам Тэхёна, он является последним цветом радуги и символизирует нечто долговечное и вечное. Когда кто-то говорит «I purple you», он особым, искренним образом передает любовь и поддержку. И когда над Сеулом медленно расстилаются эти магические фиолетовые оттенки, небо словно становится холстом Барахэй. В такие моменты кажется, что сам Тэхён тихо шепчет каждому из нас: «Я вижу вас, я ценю вас, и я люблю вас. Всегда». Танцы Тэхёна. Что отличает Чангука, так это его неугасаемая увлеченность всем, чем бы он ни занимался. Будь то репетиции, запись музыки, тренировки или даже простые хобби, он подходит к каждому делу с полной отдачей и энтузиазмом. Он заряжает и вдохновляет миллионы людей по всему миру. Крылья, формирующиеся за Чангуком, были такой красивой деталью. Он действительно с крыльями. Десять лет назад Чангук совершил невероятное, вывел свою команду в победители. Такой напряженной борьбы, когда даже судьи встали на ноги, не видел никто. Это был яркий пример того, как СМИ игнорировали их, но BTS все равно удалось обогнать всю индустрию К-поп. В то время они были недооцененными аутсайдерами в мире кроп. Но Чангук своей победой вдохновил и доказал, что невозможное возможно. Он напомнил всем, что он – движущая сила кей-поп. В индустрии выходит так много обложек, копируют позы, жесты, стараются вложить в образы жизнь, навешивают аксессуары и получают лишь визуальный шум. Почему некоторые выглядят как пародия или недоработанный материал, взгляд рыбы, а поза из музея восковых фигур? У Тэхёна всегда история, и даже если особо не всматриваешься, тебя уносит вихрем по визуальным образам. Тонко, порой иронично, колко, остро и всегда высоко художественно, и самое главное, всегда осмысленно. Это так мило, что я не выдерживаю.
Журнал Beauty Circle, входящий в состав Beauty Culture Group и являющийся одним из самых популярных бьюти-журналов в Тайване, включил Тэхён в список 10 кей-поп айдолов с контрастным голосом и внешностью. На сцене кей-поп некоторые айдолы обладают поразительным контрастом между своим голосом и внешностью. Глубокий голос в сочетании с ангельским лицом или милое лицо, скрывающее взрывной тембр, создают незабываемую картину. Вот 10 кей-поп айдолов, чьи голоса и внешность настолько различны. Они превосходят первое впечатление своими голосами, доказывая, что всегда есть больше одного способа удивить на сцене. Их контрастные голоса действительно завораживают. Тэхён обладает изысканно вылепленными чертами лица и глубокими, пронзительными глазами. Его скульптурная внешность принесла ему титул одного из 100 самых красивых лиц мира. Его голос, отличающийся низким, хрипловатым качеством, обладает мягкой, теплой тональностью. Его пение часто описывают как теплый очаг зимой, мгновенно растапливающий сердца. Неудивительно, что он покоряет мир. Существует два типа того, как сидит Чангук. Помните, как сказал канадский музыкант и продюсер Коди Макманус еще до выхода альбома Golden: Чангук может стать самым известным сольным исполнителем во всем мире. У него есть к этому талант. У него есть необходимый драйв. У него есть для этого характер. С несколькими хорошими песнями он мог бы стать величайшим артистом в мире. Чангуку нет предела. Количество терпения и самоотверженности, которые он вкладывает в свою музыку, а также то, что он является одним из лучших вокалистов в мире, невероятно. Сольный тур Чангука. Вы можете себе это представить? Я так взволнован тем, что исходит от Чангука. И Seven только начало. Не могу дождаться большего от Чангука. Я серьезно не могу объяснить, что это сделает с музыкальной индустрией и миром. Я действительно думаю, что с одним альбомом он превзойдет поп-музыку. Помимо того, что он талантливый музыкант, как можно в него не влюбиться? Он такой хороший человек. Все так и случилось. Продюсеры видят очевидное, и все ждут новую музыку. Второе место. Это так интимно. Нам этого не забыть. Все еще думаю об этом. Первое место. Помните, как после выхода на Грэмми Чангук и Тэхён стали вирусными, и абсолютно все спрашивали: эти двое в черном из BTS встречаются? Ну, конечно, да. Это же так очевидно. Это конец. Желаю вам прекрасного дня и чудесного настроения.